Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим очень интересную тему будущего, а именно криптовалюты и экологию. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или другие альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Экология и криптовалюта – несовместимые понятия. Последние несколько лет данное высказывание появляется все чаще. Многих беспокоит негативный эффект, который оказывает майнинг на окружающую среду нашей планеты. Давайте же разберемся, насколько критична данная ситуация в наши дни. Коротко о том, что такое майнинг. Майнинг – это процесс, при котором специальное вычислительное оборудование или компьютер пытается решить сложную математическую задачу. Как только задача решена, майнеру, который нашел верный ответ, предоставляется закрытый блок с транзакциями в блокчейне, и заработать за него награду в виде монет сети. Однако на все эти действия затрачивается огромное количество электроэнергии. Таким образом, майнится криптовалюта, работающая по принципу Proof of Work. Вся электроэнергия, которая затрачивается во время майнинга, по сути уходит в никуда. По всему миру существуют тысячи больших и сотни тысяч маленьких майнинг-ферм. Все это в совокупности крайне плохо отражается на экологии, поскольку для данного процесса необходимо колоссальное количество электроэнергии. И зачастую она создается крайне неэкологичным способом и загрязняет нашу атмосферу и окружающую среду. Только майнинг биткоина в год потребляет около 100 тераватт в час электроэнергии, что совместимо с потреблением Филиппин. Экология и криптовалюта оказываются несовместимыми. Множество государств, экоактивистов, компаний и международных экологичных организаций по всему миру крайне негативно относятся к криптовалютам как раз таки из-за их влияния на экологию планеты. Они высказываются о запрете биткоина и других вредных криптовалют, а также о переходе на альтернативные источники энергетики. Существуют и примеры, как глобальные корпорации или государства затрагивали проблему майнинга. Например, компания Tesla внедрила функцию продаж своих электрокаров за биткоины. Однако буквально через 2 недели такая возможность была удалена. Очень странно от компании, которая создает электроавтомобили и борется за защиту окружающей среды, видеть такие заявления. Однако компания Tesla быстро поняла свою ошибку и все исправила. Помимо этого, такие государства, как Китай, Иран и так далее, вводят ограничения или запреты на майнинг криптовалюты в своей стране. Китай запретил майнинг навсегда. Иран делает это сезонно. Возможно, они это делают исходя из своей личной выгоды, но такими действиями вносят вклад в очищение окружающей среды. Но не все так плохо, ведь есть и зеленые виды добычи криптовалют. В основе принципов экологического майнинга лежит использование ресурсов, которые могут возобновляться. Сюда можно отнести применение энергии ветра, солнца, воды и так далее. При добыче биткоина гарантированно выделяется избыточное тепло, что может нести вред природе. Опасения ученых, что майнинг может повлиять на повышение температуры Земли на 2 градуса, вполне оправданы. И чтобы снизить разрушающее влияние майнинга на экосистему планеты, можно, а точнее нужно использовать альтернативные источники электроэнергии. Например, ветряки, солнечные панели, гидроэлектростанции, геотермальные электростанции и так далее. Майнеры перебираются в регионы, где доступны экологические способы добычи электричества. Ну и благодаря майнингу в провинции Сычуань, где добывается половина от мировой добычи криптовалюты, получила развитие гидроэнергетика. Теперь гидромайнинг выделен как отдельный способ добычи монет. Ну а также есть супер продвинутые и эко-френдли монеты, как, например, HBAR. Hedera приняла экологическую устойчивость в качестве своей основной ценности и официально привержена принципам углеродно-отрицательной деятельности сети, ежеквартально приобретая компенсации за выбросы углерода, суммы которых определяются сторонним поставщиком услуг оценки TerraPass. Оценки выбросов определяются в конце каждого квартала, а кредиты, учитывающие тенденцию к увеличению использования сети, приобретаются для компенсации следующего квартала.
Отчет о проверке, который создан TerraPass и хэшированный в службе консенсуса Hedera, подтверждает углерод, который был уловлен в рамках проекта по сбору и сжиганию свалочного газа Ливанского управления по утилизации отходов. Это решение было принято членами управляющего совета Hedera после тщательного обсуждения. И надеюсь, что это решение послужит вдохновением для других государственных сетей к принятию устойчивых методов работы. Выбросы, включенные в эту оценку, происходят от всей общественной инфраструктуры, как указано на странице статуса Hedera. Ну и чтобы узнать больше о программе, можете прочитать снижение выбросов углеродов в Hedera HashGraph. Также не будем забывать о стейкинге и алгоритме консенсуса Proof of Stake. Поэтому можно подсуммировать, что не все так плохо, и лишь биткоин и другие монеты, которые работают на алгоритме консенсуса Proof of Work, действительно доставляют неудобства нашей окружающей среде. Тем не менее, криптовалюта — это достаточно продвинутая ниша, и я уверена, что все монеты скоро перейдут на Proof of Stake, как, например, это сделал Ethereum. Ну а на этой ноте наше видео подходит к концу. Если вам было полезно, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы, а также постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.